Но еще воздействие сильное. Часа через 2, наверное, я просто подверну уже. Вот она, вот они мы. То есть мы как бы догоняем вот это вот пятно. Но... Вот так вот нас снесло влево. Мы сейчас... Качала, мотала там. Но мы доехали. Мы на Багамах. Я как с ролика слетела. Там дно белое с черными пятнами какими-то. Это... Итак, наступил тот день, когда мы наконец-то готовы выйти с последней нашей, с крайней точки США и направиться на Багамы. Багамы, порт Вест-Энд называется. Для нас это большое событие. Первый раз идем, ну, достаточно серьезное мероприятие через океан. Пусть там 60 миль, но все равно первый опыт такой запланированного перехода через океан. Выходим из Вест Палм-Бич, Флорида, по прямой до Вест-Энд, Багамы. Секрет или особенность этого перехода заключается в том, что нужно пересекать достаточно сильное течение, Гольфстрим, с юга на север. Оно идет, скорость средняя, там 4, может быть даже 5 узлов в некоторых местах, в зависимости от места, от приливов, отливов, вот это все. И нужно было дождаться южного ветра, именно южное направление, ну, конкретно южный было бы идеально, но любое южное направление, это все то, чего ждут все вот эти люди, которые здесь стоят уже неделю-две. Ветер был северный, какой угодно, но не южный. Плюс он был достаточно сильный, до 30-40 узлов порыва. Сейчас прогноз показывает, половина пути будет южный, 10 порывов до 20. И вторая половина он сменится на юго-западный. И в конце пути будет западный, но слабый уже. Будет дуть в спину. Ну, главное пересечь эту полосу там. Да, главное пересечь середину. Почему ждут южный ветер? Потому что течение течет с юга на север, волна получается в эту сторону. А если дует ветер противоположный этому течению, то очень некомфортные и достаточно опасные острые волны получаются такие вот. То есть течение туда, ветер сюда, и оно сталкивается вместе, получается это вот неприятное явление. Перейти можно, но некомфортно и местами опасно даже. На подходе к Багамам глубина падает резко от 200 метров до 10 метров. Это тоже создает некоторые неприятности при неправильном ветре. Примерно как в Португалии. Обязательно это говорить? Ну, там просто течение, оно бьет океанское в берег перпендикулярно, а здесь оно параллельно идет, поэтому нет такого эффекта. Но все равно все, в общем, ждут южный ветер. Ребята, с которыми здесь стояли, они решили дождаться еще до завтра. Завтра вообще будет сине-зеленого цвета ветер от 0 до 10, до 12. Но он будет уже западный. А я хочу именно на южнике опять. Вот. Подготовка у нас заняла с момента прихода на... Жарко, да? Да, течет уже под ручьем.
Влажность сегодня повышенная. Подготовка заняла с момента прихода у нас, наверное, пару недель, да? Мы тут стоим. Ну, Не- 2 недели. Не 1 2 день. недели. Неделя была шторма, 5 дней. Мы в понедельник встали, да? 2 недели и 1 день. Неделю, ну, мы шторм переждали. Если шторм не считать, то мы стоим на якоре неделю, 7 дней. Вот. Наша подготовка заключалась в проверке двигателя, трансмиссии, замена всех фильтров, замена water strainer, сеточки вот этой за 50 баксов. Я отремонтировал оба кондиционера, двигатель, трансмиссию, дополнительные системы я проверил. Реле еще, из-за которого коротило и двигатель останавливался, я тоже его прикрутил как надо, теперь все работает. Водотечность была на иллюминаторе, вот на этом, вот здесь, с этого уголочка. Заменил силикон, водотечность устранил. И на одном люке еще была вот здесь вот небольшая проблемка тоже. Все отремонтировал. Маш, скажи привет. Ты готова идти через течение страшное Гольфстрим Нет, на Багамы? не готова. Не готова. Но выбора у нее особо нет. Так, по продуктам. На Багамах, судя по отзывам других людей, многочисленных, цены там капец. Минимум в 2 раза, а в среднем, наверное, в 3 или в 4 раза. Например, фрукты и овощи все завозные, одна груша стоит $3. Молоко стоит... Молоко стоит 9. Скажи что-нибудь по продуктам. Ну, молоко стоит 9, если Миша сказал 9. Оно стоило. За галлон? За галлон. 4 литра. Да, а у нас она стоит 3,50. 3,50. То есть там 9 она стоит. Основные продукты: мясо. Ну, мы посмотрим там потом. Сравнение, не знаю. В общем, по отзывам других людей, мы решили закупиться. Да, мы решили максимально запастись. 3 поездки в магазин, 2 поездки в Костко, 1 в Walmart. И еще там, мы еще и в паблик зашли, чуть-чуть взяли. По деньгам мы потратили 1700 американских долларов примерно. Это на, наверное, 2,5-3 месяца. Продукты все сухие. Холодильник тоже забит. Но там такое, которое мы сейчас будем есть, в первую очередь. В холодильнике у нас масло, там курица замороженная в морозилке, йогурт это на сейчас, супы из Костка, шикарная вещь оказалась. Банка молока, яиц 60 штук, яйца у нас где-то лежат. Соусы, которые хранятся в холодильнике. Сыры, колбаски, немножко свежих овощей. И все. Так, дальше у нас вода заполнена во все емкости, во всевозможные пресные. Потому что вода там тоже не бесплатная. Рис мы взяли килограмм, наверное, 12, да, где-то 15, наверное. Муки пару килограмм, овсянки 4 килограмма. Конфет Рис там килограмм различных. $5. У нас он здесь стоит, получается, по $1. Да, рис, Лена говорит, 4 раза дороже стоит. 2 килограмма кофе растворимого. Что еще? Всякие рогалики, сухарики. Доширак, вот этот вот вкусный оказался. Соусы. Макаронов очень много взяли. Килограмм, наверное, 20.
консервы. Консервы, грибы, курица, горошек, кукуруза, рыба и еще что-то. Какая-то рыба еще. Так, разные соусы. Ну, в общем, на примерно 1700-1800, наверное, мы потратились. Все, пока заправляемся топливом, водой. Газ у нас есть. We still wait in the water and go, okay? Ага, окей. Взяли топливо, 40 галлонов добили воды, сейчас заливаем. Топливо у нас 55 галлонов танк, воды у нас 60 галлонов, 50 галлонов. Плюс у нас канистры, 2 канистры, 10 галлонов топлива дизельного, 2, 3, 4 канистры, 20 галлонов воды еще и 5 галлонов бензина для тузика. Эти запасы, топливо там тоже стоит дороже на 50% примерно. Этого запаса должно нам хватить на какое-то время. Они, конечно же, закончатся, это неизбежно, но максимально мы забили. Кстати, еще очень много места осталось, да, Лен? Можно было еще, наверное, на 1000 забить. Памперсов еще там 3 коробки для нашего Юнги Джорджа. Так, утром был ветерок, сейчас апельсины плывут. Сейчас вышло солнце, ветер стих. Там вон там океан, вон в том месте. Выход вон там. Облачность еще наблюдается. Сейчас 9 часов, к 10 часам тут зеленого цвета ветер, то есть 10 порывы до 20. Всегда можно вернуться обратно, если будет некомфортно, если будет неприятно. Из неприятного там по прогнозу только 1,20 м волна посередине, пару часов. Но это, наверное, не слишком какая-то горестная новость, но придется немножко покачаться. Спасательное оборудование у нас тоже проверено. Тузик, мотор работает, отремонтирован, подкова спасательная, потом еще спасательный буй надувной, спасательный плот на 6 человек, огнетушители заправленные. Есть, кстати, в машинном отделении автоматический огнетушитель СО2. Он там просто стоит, он заправленный и сам включится, если, не дай бог, что. Все, заправляем воду и выходим примерно через 40 минут. Хочешь что-нибудь добавить? Нет, отвечай. Жалко. Да? Ну ладно. Все, ребята, увидимся. Тут связи уже не будет. Starlink я не буду включать на океан на 9 часов, потому что его там сложно потом переключать на береговой опять. Ну, океанский и береговой — это разные тарифы, и надо писать им. В общем, проще так дойти. Увидимся уже на Багамах. Чао. Так, вот мы выходим, сейчас 10 часов, пока дойдем до выхода еще будет полчаса пройдет. Это так, эту точку мы убираем, потому что мы уже здесь.
Так, на выходе у нас получается 11:13 в зеленой полосе. Волна 1 метр. Потом мы проходим до сколько это? 10 миль проходим. Еще через 2 часа. 12 дня. Подожди, это скорость включу. Вот. В 11 дня будет 11:20 юго-западный. В 12 вот они мы. То есть мы как бы догоняем вот это вот пятно, но все время находимся в зеленой зоне. В час дня, 2 часа дня у нас будет 15:24 юго-западный тоже. Немножко в желтую залезем, но вряд ли у нас будет скорость, наверное, 6 узлов. Потом в 2 часа дня 15:22, в 3 часа дня 15:22 тоже, уже более западный ветер. Ну, мы находимся постоянно в зеленой зоне. И в конце у нас будет чисто западный ветер и уже очень зеленая 17, тоже 22. В общем, Ну там уже мотор по-любому. из волны вот в середине с 12 дня до часу дня, один час, наверное, полтора будет, 1,5 метра. Волна 6 секунд период. Все, вот опять, то есть мы выходим, зеленая, опять мы как будто бы вот ее догоняем. Можно на час попозже, наверное, выйти даже. Не сейчас, ну пока мы сейчас раздуплимся, уже будет 11. Где тут у нас 11 утра? 12. Вот 11 утра. В 11 даже лучше надо. До 11 часов осталось 40 минут. Что и волна будет уже 1,40 м, больше к 1,30 м. Так что, наверное, Ну прям вообще. так и сделаем. Очень влажно внутри. Вообще волна. Течет. 25 градусов, 90% влажности. Да. А ты можешь дать таблетку? Я не качала, да? 25 градусов, 90% влажно. Да, там детская есть таблетка. Тебе тоже дать? Мне не надо. Так, ну что там? Волна, да, какая-то? Не очень, блядь.
Надо выйти из этой зоны, дальше спокойно. Швед, да? Швед. Нет. Good morning. Technical code for public security, topic 9. For public security, topic 9. Public security for public security, topic 9.
Security for public security, public night, reporting. One public security, broken night. Wake man, more trim. Better, man, smooth now.
35.
Ися! Лен! Лена! Держи, чтобы не улетел он никуда. Я держусь. Застрял же краску. Прогресс. 2 часа спустя прошли 10 миль примерно. Погода соответствует прогнозу. Вот так это выглядит. По прогнозу волна 1,20 м, 1,50 м. По ощущениям, наверное, 3 метра иногда прилетает. Может быть, эти 1,20 м они имеют в виду, что средняя? Дождик начал моросить. Но вот иногда вот такие вот прилетают, и по ощущениям, ну вот она идет. Но это же не 1,5 метра. Это 3 метра, наверное, 2,5. И вот когда в нее залетаем, тогда нос клюет немного. Заливает сюда морская вода. Но в общем и целом паруса, кстати, вот работают, но я все равно моторю, потому что под парусами скорость 4 узла с мотором 6,5. Вот она наша родненькая. И мы с нее скатились. Скатываемся и потом вверх-то хоп и вниз. Период комфортный, где-то 6-7 секунд. Вот она еще одна. Экипаж чувствует себя бодро. Дети, Маша спит, Жорик на руках. Мама, как ты себя чувствуешь? Мне жарко, мне не снимать. Там жарко и душно, поэтому она сидит здесь. Внутри некомфортно сидеть, слишком жарко. Поставил удочку. Хочу поймать махи-махи 4-килограммовую. Или тунца. Посмотрим, что поймается. Поставил вот такого кальмара. Но не кальмара, а октопуса. Не октопус, как он называется? Кальмар, да? А, кальмара, да, пластмассового.
Ну, сантиметров, наверное, 12 длиной. И выпустил, наверное, метров 100 лески. Посмотрим. Ветер иногда порывы до 16-17, тоже как по прогнозу. Все, пока. Курс 136, а идем 94. 40 градусов снос на север из-за такого сильного течения. Обновление ситуации. Прошли 4,5 часа. Находимся на середине этого пролива. Гольфстрим, самое сильное его воздействие мы уже испытали на себе примерно полчаса-час назад. Я задолбался идти навстречу волне, навстречу течению. Скорость была 4,5, где-то 4 узла. И подвернул больше на север. Скорость выросла до 8 узлов. Но едем мы немножко не туда. Надо будет, когда дойдем до Багам, повернуть на юг. Еще час пройти под мотором. Ну, вот так-то выглядит. Вот это вот косая, где я повернул, это я долбался против течения со скоростью 4-4,5. И видно, где я подвернул, но идем мы не сюда, а вот сюда. Я думаю, что ближе, когда пройдем еще, тут еще течение достаточно сильное, мы середину прошли, но еще воздействие сильное. Часа через 2, наверное, я просто подверну уже больше в направлении Вест-Энда. Самый большой снос был 40 градусов. То есть мы шли 145, курс был 145, а курс относительно земли был 105. Мы ехали вот так вот боком, против течения и против волны. Волна еще это осталась, вот она волна эта. Рыба пока не ловится. На скорости 7-8 узлов, наверное, она и не половится. Я не знаю, наверное, слишком быстро. Цвет неба изменился. Стало уже ясно. С этой стороны ясно, уже там хорошо. Это там, где на карте в начале была граница зеленого и желтого. А это передняя часть. Там еще вот те желтые, там скорость больше 20 узлов, облачность. Мы ее не догоняем. Дети держатся хорошо. Маша спит, ест. Попросила поесть, все нормально. Никого не укачала. Жорик на руках. Мама тоже себя хорошо чувствует, нормально все. Ветер поменялся на левый борт с кормы и стал качать. Паруса не стабилизируют. Паруса работают. Видно, не видно.
Гик полностью выдвинул за борт. Градусов на 60, наверное. Гик полностью за бортом. Ветер, скорость 20 узлов сейчас. Все нормально. Волна по ощущениям стала меньше. Когда повернул, перестала долбать. Все, пока. Следующий апдейт через пару часов. Вечерний апдейт. Солнце заходит. Волна стала меньше, но качает по-другому все равно. Прошли почти 80% расстояния прошли. А тот, кто прошел, смотри, Вот так вот нас снесло влево. Мы сейчас дойдем до, короче, до Багам. Только севернее на 10 миль. И поверну на юг туда уже до Вест-Энда, где буду делать чек-ин в страну. А что ты не хочешь до Понтового? Осталось 22 мили. Один парусник за нами там идет. Ветер по прогнозу почти, только он не западный, больше северный, наверное. Ну, где-то 10-15 узлов. Кроме качки, все остальное было, в принципе, ок. Пару мелочей, которые надо будет еще корректировать. Но в целом пока неплохо. Осталось, мы пойдем где-то в полночь. Якорные там не очень хорошо держат. Плита каменная, плюс песок местами. Вот это местами надо будет найти, где там песок, чтобы до утра простоять и зачекиниться утром. Ну, пока все. Ну, в общем, апдейт. Последний чаптер на сегодняшний день. Мы дошли до Вест-Энда. Шли 11 часов, прошли, наверное, где-то 65 миль, или может 70. Бросили якорь. Напротив, никого здесь нету, только мы. Может быть, все в марине стоят. Ням-ням. Что сказать. Ну, качка в конце была не очень, да? Якорная беспокойная. Качает. Качает капец, как будто мы в море. Ну, и так в море. Поставил якорный аларм. Трек пока что нормально. Слышно было, как якорь зацепился за камень или за коралл какой-то. Или бы он завтра вылез оттуда. У тебя есть что сказать? Я устала как пес. С ребенком на руках 11 часов, это еще тот квест. Если без ребенка маленького, то нормально. А так с ребенком, конечно, это очень тяжело. Качала, мотала там. Но мы доехали. Мы на Багамах. Да.
Завтра посмотрим, какие мы багамы. Качает? Да, сильно? Качает сильно, да. Там дно белое с черными пятнами какими-то. Это, видимо, камни. Они там припарковались на белое. Вот еще один есть. Нет, они припарковались на парковку. Я как с ролика слетел. Совсем? Ну да, он так вот по боку, и ну, в борт не упирается, потому что я остановила. А, окей. Едь тогда вот так. Иди сюда.
Не, давай я его скину чуть-чуть. Просто стой, чтобы не катить. Я его просто подниму и все. Он же легкий. Просто едь на волну, чтобы не качало. Вот. Куда ехать? Ну вот туда. Точно? А то бегом не низко, не мелко? Нет, мы от берега уходим. Вон берег сзади. Записывает? Нет. Да, записывай. Ну, да. Достань просто хотя бы из ящика. Миссия по чекину в Багамах завершена успешно. Две процедуры. Сначала кастом, потом immigration. Кастом делается онлайн, заполняется click to clear. Все предельно просто, там straightforward information про людей, про лодку и что есть на лодке, какие тузики, какой там алкоголь и прочее. Все, а потом ты стоишь в очереди еще на immigration. Показываешь паспорта, заполнить надо иммиграционную форму, имя, домашний адрес и все. Сколько человек на борту. Показал паспорта, получил круиз-пермит на 3 месяца, и он сразу включает в себя фишинг-пермит. Сразу две такие бумажки. До 27 января-марта. Вот. Если мы захотим продлить, то нужно будет прийти еще раз сюда, заплатить еще $300 и продлить еще на 3 месяца. Все, оплата кэшем или кредитками. Но кредитками только американских или канадских банков. Все. А сейчас, после того, как мы получили разрешение, можно поднять государственный флаг Багам и снять карантинный флаг.
А это что, Рокет едет, что ли? А, нет, американский флаг у него. С утра сегодня понаехало много лодок. Очередь была примерно час на кастом и час на immigration. Но если кастом делать онлайн, что люди не знают об этом, приходят, начинают заполнять, сидят, Много людей было? то долго. М? Ну, человек лодок 20 примерно. А если заранее заполнить, то минут в 10 укладываешься. Они специально так едут в ночь, наверное, чтобы к 9 все сделать и потом уже уехать. Да. Хотя не факт, конечно. Чтобы утром приехать, чтобы здесь не вошкаться по кораллам. Целый день еще был свободный. Там какая-то веревочки. Да, есть. Флаг у нас, как обычно, не скромный. Не яхтенного размера. Но мы любим флаги. Можно так сказать. Блин, там было поменьше, конечно. Ну, вот флаг яхтенного размера. А у нас он показывает, что мы уважаем всех на свете. Ладно, все, пока. Флаги любим. Первый день на Багамах. Это таможня. Сходили, зачекинились. 3 месяца $300 на 3 человек. Младенец бесплатно. Джорджик пролез. Стоим там на якоре.